Друзья, что если я вам скажу, что я знаю, когда начнется активный рост крипторынка, а точнее, что именно должно произойти, чтобы ваши криптопортфели наконец-то стали зелеными и начали приносить хороший профит? Казалось бы, сейчас лучшие условия, чтобы криптовалюта росла, ведь давления со стороны SEC нет, у властей США прокриптовалютные республиканцы, есть ETF на биткоин и эфир, а также все больше корпораций стран подключаются к этой мировой криптогонке, но все равно как будто бы чего-то не хватает. И знаете чего? Снижение процентных ставок ФРС. В марте 2020 года ФРС снизила ставки до 0,25%, чтобы простимулировать экономику США во время пандемии. Именно после этого в течение года биткоин вырос более чем на 1000% и пробил новый максимум. Тогда акции также очень хорошо прибавили в цене, но уже на протяжении более 2 лет процентные ставки находятся выше уровня 4%, что так или иначе ограничивает рост рынков. Ведь при высоких ставках экономика замедляется, кредиты становятся дороже, и это сокращает приток капитала в рынке рискованных активов. Да, несмотря на высокие ставки, S&P 500 и биткоин пробили свои исторические максимумы, но по факту это произошло как раз таки из-за того, что ФРС сделала первое понижение в сентябре прошлого года, за которым последовало еще 2 снижения. Конечно же, для роста рынков акций крипты нужна ликвидность, которой на данный момент, к сожалению, не хватает. Именно по этой причине биткоин целый месяц консолидируется. Эфир вообще становится похожим на стейблкоин, в то время как многие альты в лучшем случае стоят, но реально продолжают снижаться. Похожие фазы на рынке были почти каждый год, но ситуация менялась после каких-то разных событий. К примеру, запуск ETF или победа Трампа на выборах. Но сейчас этот застой может изменить только ФРС, которая снизит ставки, запустит печатный станок и наконец-то начнет стимулировать экономику, чего так сильно желает Трамп, который настоятельно требует от Пауэлла снижения процентных ставок. Именно это, друзья, мы сегодня и разберем. Мы проанализируем, когда будет первое снижение ставки, учитывая, что некоторые чиновники ФРС намекают уже на июль. Разберем, как это повлияет на биткоин, а также альты. Я поделюсь своей личной стратегией инвестирования, которую использую в текущих условиях на рынке. Мы изучим метрику альтов, я покажу, что стоит покупать, как и когда, а также отвечу на самый главный вопрос, когда начнется альт-сезон. Ну а более подробный топ монет с разбором проектов и список альтов, на которые одобрят ETF в этом году, вас будет ждать уже в следующем видео, поэтому обязательно поддержите ролик лайком. Давайте наберем минимум 1000 лайков и видео будет на канале. Также напоминаю, что за комментарий можно получить $10, как вот этот пользователь. Так что пишите ваши комментарии, обязательно ставьте лайки, а если будете подписаны на Telegram, вы получите еще $10. А вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, сегодня в ролике я поделюсь с вами своими идеями, целями и прогнозами по крипторынку. И по большей части это будет касаться альтов. И первый совет, который значительно упростит вам работу с криптой, это подписаться на наш Telegram. Это бесспорно лучший канал, ведь мы публикуем только то, что реально нужно знать криптоинвесторам. Редакторы отслеживают всю информацию и фильтруют спам. Поэтому, чтобы вовремя получать новости, отчеты и аналитику рынка, подписывайтесь. Тем более сейчас мы разыгрываем кошелек Ledger. И сегодня выложили название 3 монет, которые покупают киты в условиях напряженности геополитики. Ссылка, как всегда, есть в описании. Первый вопрос. Почему именно снижение процентной ставки запампит рынки? Прежде всего, когда ФРС снижает ставку, кредиты становятся дешевле. Инвесторы и компании могут занимать большие деньги под меньший процент. Это толкает их в сторону более рискованных активов, таких как акции и криптовалюта, в надежде получить более высокую доходность. Особенно это касается розничных и венчурных инвесторов, для которых крипта – это символ высокой доходности, ведь все мы любим иксы на крипте. Также фактором роста выступает ослабление доллара. Низкие ставки обычно ведут к ослаблению доллара США, а крипта, особенно биткоин, часто рассматривается как альтернатива фиатным деньгам, защитным активам от инфляции и девальвации. Поэтому, когда доллар теряет силу, интерес к биткоину и другим токенам начинает расти. Дополнительное снижение ставки – это часть смягчения денежно-кредитной политики. Оно приводит к увеличению ликвидности в экономике. Больше денег циркулирует, и инвесторы охотнее вкладываются в активы, которые могут взлететь. И крипта как раз таки попадает в этот сегмент. Наглядный пример – март 2020 года. ФРС резко снизила ставку почти до нуля и запустила масштабное количественное смягчение. А что было дальше? Через несколько месяцев биткоин начал расти и достиг уровня 69 тысяч в 2021 году. А что значит, когда ФРС печатает деньги и вливает ликвидность в рынок? Неужели они реально запускают печатный станок? На самом деле нет. Это называется количественное смягчение. ФРС покупает гособлигации и ипотечные бумаги, заливая в систему новые доллары. Это увеличивает ликвидность, снижает доходность по облигациям и направляет деньги в акции, недвижимость и крипту. Например, с 2008 по 2022 год ФРС несколько раз запускала эту программу, и баланс ФРС вырос с 800 миллиардов до почти
9 триллионов долларов. Также нужно понимать, что ставки помогают сдерживать и подавлять инфляцию, цель по которой у ФРС это 2%. Но если последние данные по ИПЦ показали, что инфляция в США составляет 2,4% и фиксирует постепенное снижение, почему же в этом году ФРС до сих пор не сделала ни одного снижения? Ответ нам дал непосредственно Пауэлл после их заседания 18 числа. Пауэлл, отвечая на вопрос о последних отчетах по инфляции, отмечает, что цены на товары растут. И он сказал: мы ожидаем еще большего роста летом. По его словам, должно пройти время, прежде чем импорт отразится на розничных ценах. Он добавил: мы чувствуем, что за лето узнаем гораздо больше о тарифах. Все, кого я знаю, прогнозируют сильный рост цен из-за тарифов, потому что кто-то должен за это платить. Именно поэтому Пауэлл пока что не хочет спешить снижать ставки, хотя на днях чиновник ФРС Кристофер Уоллер заявил, что они могут сделать первое снижение уже в июле. Вот только непонятно, к чему он это сказал. Ведь наверняка летом ФРС будет просто анализировать данные и делать выводы, поскольку последние отчеты показали рост впервые с февраля. И если рост инфляции возобновится, то снижение ставок явно отложится. Чтобы не говорил Трамп и не писал километровые посты. Какой Пауэлл глупый, и все ЦБ снижают ставку, кроме ФРС. Кстати, интересно, что Банк Японии, который в последнее время снижал ставки, столкнулся с возобновлением роста инфляции. И скорее всего, им придется снова повышать ставку. Поэтому скажу честно, Пауэлл делает правильно, что не торопится раньше времени. Но все же, когда мы увидим первое понижение после такой длинной паузы? По данным СМИ группы, инвесторы в июне ожидали первое сокращение уже в сентябре, а также второе до конца года. Аналитики из Fidelity и банка JP Morgan с этим соглашаются, что сентябрь или октябрь кажется наиболее вероятным сроком при условии замедления рынка труда. Инфляция пока остается чуть выше цели в 2%, и ФРС не готова действовать слишком быстро. Также тарифы. Неопределенность торговой политики сдерживает начало смягчения, и еще рынок труда стабилен. Падение безработицы пока не наблюдается, а ФРС ждет явных признаков охлаждения. То есть самый оптимальный сценарий – это снижение в сентябре или октябре, как это было в прошлом году. А поскольку все будет зависеть от инфляции, именно поэтому нам всегда стоит следить за экономическими данными, которые мы всегда публикуем в Telegram и разбираем в наших видео. Ведь они и станут ключевым сигналом на снижение ставки. Таким образом мы получаем схему. Снижение ставки ФРС равно большие деньги, больше спроса на риск, слабый доллар, и в итоге крипта растет. Конечно, есть и второстепенные негативные факторы, как напряжение на Ближнем Востоке, что может сдерживать рост. Но на фоне снижения ставки рынки явно их будут просто игнорировать. Ну, в пределах разумного, конечно. Поэтому те, кто в прошлых роликах спрашивал меня, чего я ожидаю и какие у меня планы на ближайшее время, отвечаю: я жду снижения ставки. И, конечно же, главная цель до этого важного события – поднакопить монет на споте. Ведь как только ФРС сделает первое понижение, тем более если это будет 0,5%, как в прошлом году, мы увидим тот самый долгожданный булран, особенно альтов. Следовательно, сейчас стоит рассматривать любое снижение рынка как потенциальную возможность. Ведь первая самая мощная волна роста, которая пропампит ваши альты, будет именно в момент первого решения ФРС. Да, сейчас, к сожалению, портфели инвесторов стоят, и у многих наблюдаются просадки. Но спот — это игра в долгую, поэтому здесь стоит только ждать. Но за это мы и любим крипторынок, ведь он всегда дает возможность зарабатывать. И даже сейчас, когда наблюдается скромное движение, никто не отменяет трейдинг. Если грамотно открывать позиции на ключевых уровнях, вы можете зарабатывать и полученную ликвидность реинвестировать в спот. Недавно я обратил внимание на кита, который заработал 20 миллионов чисто на эфире. Он открывал лонги на поддержке около уровня 2,5 и закрывал на локальных пиках, а после открывал шорты. На грамотных позициях и монетах не с такой высокой волатильностью можно хорошо зарабатывать, чтобы у вас всегда были деньги для покупки альтов, особенно во время резких просадок. А что касается самых лучших точек входа, вы можете их получать в нашей подписке Pro, где недавно все участники заработали на обвале Суи, а также на многих других монетах. В подписке Pro есть обучение для новичков, поддержка 24/7, мы помогаем собирать споты в портфель и консультируем по любым вопросам. Всем, кому интересно, ссылка есть в описании. А мы давайте разберем, в каком цикле сейчас находится рынок и стоит ли ждать тот самый альт-сезон. Что касается альт-сезона, то я отвечу сразу, его не будет. Но здесь важно то, что я имею в виду альт-сезон, который был раньше, когда фундаментальные альты могли вырасти на 1000%. Сейчас обстановка на рынке изменилась. Монет стало больше, капитализация расфокусировалась по 1000 альтам, многие токены провели разблокировки, и так просто вырасти, как в те золотые времена, уже, к сожалению, не получится. Тем не менее, в наших роликах я говорил, что это не значит, что рынок расти не будет. Рост будет. И я бы назвал это булран, ведь данный термин подходит больше. Кто же войдет в топ-лидеров роста в этом булране? В первую очередь, монеты, которые мы уже разбирали на этом канале. Это такие монеты, как эфир, Solana, XRP, а также Link. В общем, в первую очередь, стоит держать в портфеле фундаментал, ведь сейчас он более стабильный. И во время восстановления рынка, фундаментальные монеты всегда фиксируют хорошие проценты. Кстати, все, кто смотрел вот эти два ролика и покупали по уровням, которые я вам рекомендовал, сейчас до сих пор остаются в плюсе. Ведь тогда я советовал откупать на просадке, после которой тот же эфир, а также Solana выросли почти на 100%. И тут сразу возникает вопрос, а как вообще лучше покупать? В данном случае есть два варианта, которыми я лично
лично пользуюсь. Первый — это покупка по заранее указанным уровням, о чем я подробно рассказывал вот в этом ролике и показывал, как определить эти уровни. И второй вариант — это просто постепенное накопление, независимо от цены. Что первый, что второй вариант подходят для долгосрочного инвестирования. Ведь самая главная цель — это сформировать хорошую среднюю цену. Крипторынок непредсказуем, и чем больше уровней мы захватим при покупке, тем лучше. А покупать по одной цене на все деньги — это самая частая ошибка всех новичков. Таким образом, если вспомнить предстоящее снижение ставок, то сейчас главная задача — это накопить как можно больше монет до решения ФРС. Учитывая последние события, рынок еще может вернуться к тем уровням, которые были в апреле, но в данном случае жадничать также не стоит. Я имею в виду, что не стоит ждать до последнего, даже если цена не опускается, учитывая, что впереди нас ждет снижение ставок, и с этим нужно быть максимально осторожным. А также, если у вас возникает вопрос, а стоит ли мне сейчас продавать и перезаходить пониже, я отвечу нет. В ближайшие месяцы, минимум до осени, у вас в портфеле должны быть монеты. Да, вы можете избавиться от мусорных альтов, которые тянут портфель вниз, и перевести капитал в более крупные монеты, но фундаментал и базовые альты продавать не стоит, ведь в любое время может появиться информация, что ФРС готова снизить ставки, и поверьте, на это рынок очень сильно отреагирует. Также давайте поговорим о важном индикаторе М2, который напрямую связан со ставками ФРС. М2 — это по сути вся наличка плюс банковские вклады, а также срочные депозиты, то есть глобальная ликвидность. И вот тут начинается самое интересное. Когда М2 растет, это значит, что в экономику вбрасывается все больше и больше доллара, и на рынке появляется ликвидность, и деньги начинают искать, где бы им остановиться. И угадайте, куда в конечном итоге они чаще всего идут? Конечно же, высокорискованные активы, в том числе и в криптовалюту. Посмотрите, что было в 2020 году. Пандемия, запуск печатного станка и резкий рост денежной массы, из-за чего биткоин 6 тысяч почти пробил уровень 70 тысяч. Потому что когда денег много, а доходность по вкладам 0, люди бегут в то, что может вырасти. А теперь давайте вспомним 22 год. ФРС начала закручивать гайки, ставки пошли вверх, балансы снижают, и М2 впервые за десятилетия перестает расти. И что происходит? Крипто падает, рынок сдувается, и биткоин пробивает легендарный минимум на уровне 16 тысяч. Это наглядная прямая связь между количеством денег в системе и ценой активов. И хотя это не единственный фактор, на рынок еще влияют ETF, геополитика, халвинг, но М2 дает нам отличную картину общего фона. Причем исторически корреляция между М2 и биткоином была очень высокая, иногда выше уровня 0,8, то есть почти зеркальная зависимость. Когда денег много, крипто растет, но когда денег становится меньше, то все начинает тормозить. Сейчас М2 на максимальных уровнях, поскольку почти все мировые ЦБ снижают ставки. И не хватает только ФРС, поскольку ликвидность от инвесторов США, где по сути концентрируются мировые инвестиции, вызовет самый активный рост. Так что обязательно понаблюдайте за графиком М2. Тем временем гендиректор Real Vision Рауль Пал говорит, что по его макромодели текущий крипторынок может продлиться аж до второго квартала 2026 года, то есть не до 2025 года, как многие ждали, а до 2026. И объясняет он это очень просто. Все, что сейчас происходит на графиках, пугающе похоже на 2017 год. Аналитик заявил, что этот рынок копирует то, что было в 2017 году, когда весь год биткоин стабильно рос, а потом в декабре просто улетел в космос. По его словам, сейчас та же картина, но с одной поправкой. Цикл, за которым он следит, все еще находится ниже отметки 50, а это значит, что мировая экономика пока на ранней фазе восстановления. И вот тут начинается магия. Чем больше данный цикл будет медленно расти, тем дольше он может продлиться. Он даже показал на графике, как в 2017 году биткоин начал с $1000 и к маю был уже 2 с копейками, а к декабрю активно вырос до 14 тысяч. Это более чем 1200% за один год. Также Пал говорит, если доллар продолжит ослабевать, как сейчас, то пик текущего цикла мы можем увидеть не в этом году и даже не в начале следующего, а только весной 26-го. И вот здесь важный момент. Индекс доллара с начала года уже просел почти на 9%. И это не просто цифра. Исторически крипторынок и доллар двигаются в разных направлениях. Чем слабее доллар, тем интереснее выглядит крипторынок. Особенно как альтернатива обычным фиатным валютам. Пал считает, что именно вот эта слабость доллара плюс задержка в снижении ставок и становятся ключевыми факторами, которые растягивают весь криптоцикл. Потому что если в 2021 году все было быстро, памп и дамп, то сейчас все больше напоминает 2020 год. То есть мы, возможно, только в начале, а не в середине или на пике, как думают многие. Он прямо так и сказал. Весь цикл как будто бы сдвинулся, потому что ставки не скорректировались, доллар долгое время стоял во флете, и теперь все растянулось. И если следовать этой логике, а упала, между прочим, довольно неплохая история точных прогнозов, тогда реально крипта может не просто удержаться до следующего года, а показать максимальные уровни именно в 2026 году. Так что если вы уже мысленно начали фиксировать прибыль, подумайте дважды, ведь инвестиции в крипту это не спринт, а прежде всего марафон. Но похоже, зима для альткоинов никуда не уходит, и судя по тому, что происходит, потепление не за горами. Вроде бы биткоин живет своей лучшей жизнью и обновляет новые максимальные уровни. Но что же альты? Такое ощущение, будто они застряли, и на это есть веские причины. Во-первых, глянем на ликвидность. Данные от CryptoQuant говорят сами за себя. За последний год инвесторы продали альтов на 36 миллиардов долларов больше, чем купили. Это не просто цифра, это четкий сигнал, что интерес к альтам продолжает снижаться. Причем никто пока еще не спешит его возвращать. Как говорят аналитики, пока эта метрика не начнет расти обратно, хотя бы в ноль, ждать какого-то настоящего альтсезона не приходится. Люди не покупают не потому, что они верят в рост, они верят потому, что биткоин забирает на себя весь фокус. И вот тут как раз таки вторая
другая история. Геополитика. Война, нестабильность, страх. Израиль и Иран – это не просто заголовки. Это драйверы, которые бьют по альтам жестче, чем по биткоину. Например, когда начались удары, то биткоин просел. Но вот альты в это время рухнули куда сильнее. А когда биткоин начал восстанавливаться, новый капитал пошел именно в него. Именно поэтому доминирование биткоина превышает уровень 60%. И рост продолжается. Представляете, 6 недель подряд зеленые свечи по доминации. Такое бывает нечасто. А теперь добавим то, что у альтов был шанс начать рост в июне. Но обострение конфликта на Ближнем Востоке и движение остановилось. Но с таким уровнем напряженности в геополитике никто не хочет рисковать. И рынок просто остается в режиме биткоин и только он. И вот мы подходим к третьей проблеме. Перегрев и размывание рынка. Посмотрите на цифры. Количество альтов на CoinMarketCap превысило 17 миллионов. Да, 17 миллионов. Это 850 раз больше, чем всего пару лет назад. И вот теперь вопрос. Какой тут может быть альтсезон, если капитал размывается на такое количество монет? Деньги просто не успевают доходить до всех. В результате капитализация всего рынка альтов все еще на треть ниже, чем во время пика 2021 года. То есть монет стало в сотни раз больше, а денег в систему столько не пришло. И в итоге все внимание концентрируется на паре крупных проектов, таких как Ethereum, Solana или XRP, а все остальные, даже перспективные, просто остаются в тени. Новые монеты с трудом пробиваются даже при хорошей идее, потому что инвесторы банально устали разбираться, кому можно доверять. Так что даже если альтсезон не придет, то он будет не таким масштабным, как был раньше, а очень избирательным. Лететь будут единицы, а большинство альтов так и останутся во флете. И да, звучит грустно, но это текущая реальность рынка. Пока ликвидность не вернется, пока биткоин продолжает собирать на себя все внимание, и пока геополитика держит в мире напряжение, рассчитывать на активный памп альтов пока не стоит. Но с другой стороны, для нас это положительная новость, потому что рано или поздно ФРС снизит ставки, и мы получим ликвидную бомбу, которая упадет на рынке. И соответственно, пока альты консолидируются и снижаются, их нужно скупать. Соблюдайте правила, которые я озвучил ранее. И чтобы не пропустить предстоящий масштабный рост, который может наступить уже этой осенью, рекомендую вам следить за нами на YouTube и особенно в Telegram, где мы всегда на связи. Поэтому пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, задавайте вопросы, ставьте лайки, жмите колокольчик и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч!